Добрый день, друзья! Давайте сегодня поговорим на тему, мешают ли гнилые корни жить, растить хорошие корни нашим орхидеям. У нас есть с вами 3 примера. Вот эти 3 орхидеи. Я их все вам показывала в течение 2 месяцев, специально не разбирая, специально для того, чтобы показать, что и с гнилыми корнями орхидея прекрасно наращивает корни. И стоит ли разбирать орхидею, когда мы принесли уцененную орхидею, или купили орхидею и нам что-то в ней не нравится, стоит ли ее стимулировать, стоит ли убирать эти гнилые корни. И вот на этих 3 примерах я вам показываю, что, может быть, этого делать и не стоит. Это наш с вами эксперимент, и мы его продолжаем. Но для того, чтобы продолжать этот эксперимент, надо периодически смотреть, что происходит с орхидеями. Вот и давайте посмотрим, что происходит с орхидеей. Эта орхидея была показана 1 июня. Показываю еще раз. Куплена уценкой за 150 рублей. Показываю еще раз ее название. Совершенно отвратительный грунт, который находится в горшке. И сразу видно, какие здесь ужасные корни. Ну, то есть, по сути, корни есть только вот с этой стороны, и их очень небольшое количество. Есть большие корни верхние, но вот эти большие корни никак себя и не проявили. Один из них пытался себя проявить, но уперся в стенку горшка и закуклился. Что орхидея сделала за эти почти 1,5 месяца? Она отсушила 1 лист. Я его уже убрала. Здесь не видно, но он убран. И вырастила 2 новых. Причем 2 молодых и хороших. Часто спрашиваете, почему купили или уценку, или орхидея стоит на реанимации, почему у нее растут маленькие листики. Ну, мы с вами практически занимаемся тем, что растим новую орхидею. Поэтому пока ее не подкармливают удобрениями, пока в горшке вот эти гнилые корни, она начинает растить листики поменьше. Как мы только нарастим ей корни в этом покупном грунте, пересадим ее и начнем удобрять, она тут же начнет растить крупные листья. А пока, ну вот 1, причем она начинает так, 1 поменьше, этот лист будет уже покрупнее, то есть она возрождается. И давайте посмотрим на шею этой орхидеи, я сейчас ее покручу. Вот все молодые растущие корни, какие вы видите, это все начали расти в течение вот этих 1,5 месяцев. Вот здесь 3 новых корня хороших проклюнулось. У этой орхидеи было еще сбоку спорное пятно. Маленькое спорное пятнышко. Вот здесь. И я сказала, что если это пятнышко будет разрастаться, я его намажу Максимом. Пятнышко не разрослось, оно даже усохло. И сейчас можно так взять эту сухую чешуйку и аккуратно убрать. Под этой сухой чешуйкой, давайте так, чтобы вам было видно, никаких почернений дальше на орхидее нет. Там я немножечко задела живое, поэтому я сейчас капну перекисью водорода. Вот так. С этой стороны 1 корень ушел в грунт. Он новый растущий, а он пошел расти в грунт. Давайте я не буду его тревожить. Там видно, что он.
А гнилые корни себя, конечно, никак не проявляют. Как были гнилые, так и остались. А вот с этой стороны от хороших корней, сейчас так, чтобы и вам было видно, и мне было удобно показывать, вот два молодых корня начали расти. И еще один. Сейчас. И вот еще один корень. То есть от оставшихся хороших корней тоже начали прорастать молодые корни. И эта орхидея у нас с вами 1,5 месяца. Еще одна орхидея. Эту орхидею мне отдали на воспитание. Это Калиф. Здесь была проблема. Здесь было черное пятно на шее. Конечно, я его намазала Максимом. Листиков крайне мало было. Вот эти остались только 2. Но когда намазала Максимом, я вам показывала, он еще даже цвел. И держал цветочки примерно с месяц. Сейчас я убрала и оба цветоноса, и цветочки уже завяли. Поэтому он начал растить корни. Но здесь понятно, здесь есть Максим, обработка Максимом, поэтому корни есть хорошие от шеи. Маленькие корни идут, совсем маленькие корни идут от шеи. Вот один. С этой стороны второй. Начали расти корни от старых сухих корней. В горшке тоже появились раскукленные корни. Ну, наряду с этим полно и гнилых корней. И начал расти новый листик. Третья орхидея, самая, наверное, недавно появившаяся на нашем канале. Но недавно, это недели, наверное, 2-3. Здесь было очень много споров по этой орхидее, потому что в горшке почти нет грунта. Но я это сделала все специально. Конечно, можно подсыпать сейчас ей или кору, или керамзит, как я использую. Но я специально этого не стала делать, для того, чтобы вот эксперимент был чистый. То есть вот как купили, так и оставили. Ничего, никаких обработок. Все орхидеи, ну, кроме той, которая намазана Максимом, все орхидеи протерты листики зеленым или табачным мылом, которое у меня есть. Больше я с ними ничего не делала. Но когда делала обработку от вредителей, конечно, я их тоже опрыскала. Поэтому на листиках есть такие пятнышки. Что же произошло с этой орхидеей, которую мы не трогали ни торфяной стакан, не досыпали грунт? Тоже гнилые корни, тоже уцинка, которая болтается в горшке, но я ее стараюсь не трогать и не двигать, она стоит в одном и том же месте, только поливаю по краю горшка. Здесь как бы корешки есть в самом горшке. Но эта орхидея за вот эти 2 или 3 недели, посмотрите, что она сделала около шеи. Сейчас покручу. Везде, везде, везде появились новые молодые корешки. То есть даже в таком ужасном состоянии можно оставить орхидею в горшке. Тоже есть молодые корни, тоже пошли расти. И не стимулируя никакими гормонами, никакими специальными... Так, кто там нюхает орхидею у нас? Кто там решил понюхать орхидею? Да?
А кто это? Подожди. Вот скажи мне, ты зачем залазил в горшок и таскал кору из орхидеи? Это что ж такое? Это чем же она тебе так понравилась? Нельзя этого делать. Рич, ну вот зачем нужна была кора? Вот коты не трогают. Коты не трогают кору, а ты зачем-то ее вытащил. Почему? Вкусно? Ну, ты мой маленький. Что? Много всяких советов, как дать толчок к росту корней орхидеи. Я, к сожалению, не из их числа. Мне нравится, когда орхидея естественным образом и сама... Так, ну что ж такое там? Ну что же так любопытно? Рич. И сама начинает растить корни. Поэтому эксперимент чистый. Я не насыпаю туда, в горшок, ничего, чтобы ее удержать. Ждем, когда она хорошо нарастит эти корешки от шеи. Тогда с вами пересадим ее, посмотрим, какие корни в горшке. Ну, впрочем, с этими 3 орхидеями мы будем делать все одно и то же. 2 орхидеи с ужасными гнилыми корнями, одна с такими с пограничными корнями. Нам просто не видно, что у нее глубже в горшке, но она у нас вся болтается, и торфяной стакан весь на виду. Мешает ли жизни торфяной стакан орхидеи? Нет, не мешает. Абсолютно. Гнилые корни мешают продолжению жизни орхидеи? Нет, тоже не мешают. Что можно, какой вывод отсюда можно сделать? Часто, купив орхидею, принеся ее домой, просмотрев и увидев 1-2 гнилых корешка, начинается паника, и сразу начинаем разбирать орхидею. Ну, я говорю не про себя, я говорю о том, что пишут мне подписчики. Разобрали орхидею, получили реанимашку. А вот с реанимацией, с ней значительно труднее и дольше привести орхидею в хорошее, нормальное состояние для того, чтобы она зацвела. Поэтому никогда не торопитесь. Иногда вот эта поспешность приводит к плачевным результатам. Давайте дальше наблюдать за этими орхидеями и посмотрим, какие мы получим результаты от этих 3 орхидей. И еще хотела вам показать сегодня одну замечательную орхидею. Покупала я ее 8 марта. Я не нашла ее название. Это мини-орхидея. Что в ней удивительного? Во-первых, я всегда у меня орхидеи отрезаю цветоносы. А тут, ну не знаю почему, ну не знаю по какой причине, я отрезала кусочек цветоноса, про нее забыла, так как она хорошо растит и корни, и листики, и все. Я ее оставила в покое. По-моему, мы ее с вами даже пересаживали. Не помню, честно говоря, не помню. Но получилось так, что она пробудила почку. Пробудила почку, нарастила 4 бутончика и расцвела. Я ее поставила на балкон. Там сейчас у меня очень жарко, как и у многих. Даже при том, что работают сплит-системы, на балконе 30 градусов. Ну, думаю, здесь есть орхидеи, которые отцвели, и поменяю, принесу вот эту орхидею в эту комнату. Здесь градусов 28-29. И знаете, что меня удивило? Пока она стояла на балконе, я все время принюхивалась. Думаю, интересно, ну где-то есть, идет запах. Но там у меня стояла парфюмерная фабрика, еще маленькая моя. Ну, нет, никакого запаха нет. И буквально 2 дня назад я ее поставила вот позади себя, вот здесь на полку. Часа через 2 подхожу, думаю, да какой же интересный запах у меня появился в комнате. И, конечно, давай перенюхивать все орхидеи, потому что здесь орхидеи с запахом у меня, с ароматом, вернее, не с запахом, а с ароматом у меня много. И что бы вы думали? Вы знаете, чем она пахнет? Она пахнет анисом, ну или бадьяном. Я даже усомнилась и пошла посмотреть. У меня есть бадьян, я понюхала бадьян, понюхала орхидею. Абсолютно идентичный запах. Также пахнут звездочки.
бадьяна, как и эта орхидея. Первый раз сталкиваюсь с таким ярким ароматом у орхидеи. Если кто-то знает название, подскажите. Мне действительно иногда просто не хватает времени посидеть, посмотреть картинки в интернете для того, чтобы определить название. Буду очень благодарна. Вот такая интересная орхидея с таким интересным ароматом теперь у меня есть. Будем дальше наблюдать за этими орхидейками, за нашими нереанимашками. Нет, я их не могу так назвать. За нашими уцененными орхидеями. Пока у них все в порядке. И если кому-то интересно узнать продолжение их истории, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. Ну а если вам понравилось видео, ставим пальчик вверх. Мне будет очень приятно. До новых встреч! Увидимся на канале.